Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Чего вы сейчас не видите, а это случится. О чем вы не предполагаете, а это произойдет. Что, быть может, ну вот как скрыто пока, вы не обращаете даже внимания, а тем не менее это свершится в вашей жизни. Вот давайте с вами узнаем. И вначале мы выполним сигнификацию, узнаем, кто вы, какую историю нам сегодня расскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Общий расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но какие-то подсказки, как альтернативный вариант, может помочь. Итак, кто же вы? Что нам сегодня расскажут карты? Какая-то патовая ситуация, не знаете, как поступить. Интуиция говорит одно, но, видимо, останавливают какие-то обстоятельства. Реальность останавливает. Да, у кого-то реальность останавливает, потому что на кону согласование может быть в высоких инстанциях или с какими-то важными людьми. Может быть, порядок какой-то, да, который вокруг вас, обстоятельства, вы бы хотели получить, допустим, какой-то документ, не получается. Или получить разрешение, получить у кого-то визу. Ну, может быть, и было какое-то взаимодействие, хотя я точно так же могу подразумевать, это не обязательно должностные лица. У кого-то, хотя вполне вопрос запутанный по работе, по должности, может быть и так. Но для кого-то это дома такой император, да, который правит балом. Ну, вот такой генерал на параде. И с человеком сложно договориться. Но, может быть, даже у кого-то, вот смотрите, аркан правосудия, второй старший аркан, явно вы эту ситуацию, вот которую сейчас обдумываете, это не есть что-то новое. Тут что-то идет в затяжку и никак не решается. У кого-то долго длятся суды, а у кого-то отношения, которые ни шатка, ни валка. Может быть, есть человек, который не готов к диалогу, не готов к компромиссу. Может быть, это и как закон, который имеет четкие постулаты. Вот перечислено, что положено, а что не положено. И вам как-то нужно все-таки обойти какие-то правила, потому что первая все же карта, вы пытаетесь найти выход из этой ситуации, но вот каким образом действовать непонятно. Может быть, кто-то из вас уже обращался к юристам, к адвокатам. Может быть, на кону какая-то важная бумага, не обязательно это там, как я перечислила, да, документ, виза. А может быть, это какие-то документы, в которых вы ставили подписи. Какие-то обязательства, вот я об этом. Но на сегодняшний день как будто нужно себя сохранять. Ничего не движется, да. э, Какая-то обстановка вокруг вас, как вот на сегодняшний момент, вроде бы стабилизировалась. Кто-то пытается решить финансовый вопрос. Как из какой-то финансовой тюрьмы, западни выйти, вот правда. Возможно, вы много работаете, но у вас и ныне там конкретная работа не приносит именно финансового какого-то эквивалента. Явно финансы ожидаются или желают ждать лучшего. Ну вот по шестерке мечей мы тут как будто можем засобираться даже в дорогу, а возможно, у кого-то я не могу куда-то поехать, пока я не решу вопросы и финансовые, и какие-то очень важные согласования. Пока я не получу нужные документы. Может быть, документы задерживаются. Кто-то сам думает, может быть, переместиться и не дожидаться, допустим, да, когда по почте придет какой-то документ, а я сам поеду или сама и на месте буду решать какой-то вопрос. У кого-то из вас это именно будет связано с работой или когда вы пытаетесь что-то освоить или уже освоили, работаете, может быть, удаленно работаете на самого себя или у вас есть свое личное дело. Но, значит, есть какие-то внешние предпосылки, которые вам усложняют несколько этот процесс. Хотя карта заслуженного успеха, я могу сказать, кто вы? Да вы оптимист. Вы не теряете бодрости духа, присутствия духа. Даже если какая-то сложная ситуация по деньгам, ну, надеясь на самого себя, вы все равно как будто знаете, я сумею это преодолеть. Что еще сейчас у вас? Но идете вы, мои дорогие, в одиночку. Здесь нет помощи. Здесь есть какая-то тема, которую
никто не придет решать на помощь. Или никто не скорее тут палки в колеса какие-то могут вставлять. Или когда человек, ну, может быть, даже сам пытается на самом деле выйти из каких-то обязательств. Вот у кого-то банально, может быть, кредиты, большие кредиты. Но на сегодняшний день с этими кредитами вы один или одна. Как тут разрулить? И, может быть, какой-то прежний просчет, что именно просчитали вы, да, я имею в виду. Вы надеялись на получение денег, но, видимо, тут с работы еще в дополнительно что-то пошло не так. Или поменялось руководство, мои дорогие. Новая метла по-новому метет. От этого как-то пострадал ваш доход. Тут явно есть какая-то тема, которая согласуется между деньгами и одновременно, ну, чего-то получением работы, получением документов. И это соединяет как 2 шлагбаума в один большой, когда вы именно не можете что-то преодолеть, как будто, ну, сделать в том ключе, в том формате, как вы это планировали, мои дорогие. Вот какая-то такая история, хотя вам она знакома, и я могу даже предположить, вы оказывались не раз в ней. Я должна сказать по факту, если, ну, допустим, да, были подписаны какие-то документы, и они, а может быть, без документов, и это вы по доброте душевной взяли за кого-то шефство, как будто, да, обязанности какие-то, а теперь сами, как будто, ну, вот я уже не вывожу, я не могу даже тут свои какие-то траты или какое-то свое время, ну, распределять так, чтобы меня на все хватало. Тогда вы всерьез задумаетесь, минимизировать вот какие-то расходы, может быть, и так, но это совершенно необходимо, иначе, ну, как будто вот эта двойственная ситуация зависшая, она явно и не впервые, и явно какое-то решение нужно принять, такое однозначное, потому что вам это тоже надоело, вы от этого устали, потому как последний аркан отшельника говорит, что хочется все бросить. Или хочется уже вообще чем-то не заниматься. Хотя голос мудрости, ответственности, может быть, и так, все же вас вынуждает, ну, что-то довести до ума. Вот есть какая-то запутанная тема, мои дорогие. Вот вы видите именно то свое положение, которое на сегодняшний день не имеет решения, или вы не знаете, как поступить. Может быть, много попробовано каких-то методов, а по факту не сработало ничего. Ну вот для кого это совпадает, продолжаем смотреть, мои дорогие. То есть это вы так видите какой-то вопрос. А между тем, что же присутствует в реальной жизни, но вы это не видите? Как карты будут характеризовать ваш вопрос или вашу проблему? Но вы именно, оно как скрыто от вас. И очень символично, кстати. У нас это колода ведьмочек, повязка на глазах. Вы понимаете, тут явно вам нужен какой-то альтернативный шаг. Ну, нельзя, как прежде, перестроить себя, перестроить какую-то конфигурацию, да, придется. Ведь, с одной стороны, глаза закрыты, да, у ведьмочки, а с другой стороны, она выбор делает интуицией, сердцем, душой. И ни эмоциями нет ни разу. И она попадает в яблочко. Это вот именно, так бы сказал, прицелиться надо, да? Нет, а она вслепую. Вот вы можете где-то и идти вслепую, но все же решение тут надо принимать, как минимум оттолкнуться. Чего же хотите вы на самом деле? Если вот вы и убрать, сразу скажу, каких-то персонажей, какие-то, ну, может быть, условности. Вот представьте, что вы как на голом поле. И если бы приходилось начинать все с нуля, вот как этому отшельнику, своим путем, какие бы действия вы предприняли? Может быть, в этом будет таиться подсказка. Итак, что же скрыто, чего вы не видите, но тем не менее, как видят вашу ситуацию карты? У вас сильная позиция, мои дорогие. Тут вам будет помогать буквально, чем меньше вас знают, тем вы спокойнее спите. Действительно, некоторые вопросы зависят либо от закона, либо от конкретных людей. Люди не собираются ничего делать. Сам закон в ближайшее время тоже не изменится. Но тут не время, знаете, как не время тому, чтобы впадать в глубокую философию. Здесь самое главное, все же придется нам глаза открыть, иначе мы так вот уже как будто подзастряли.
Не новая ситуация, может быть, это как экзамен жизни, но тем не менее, вот вашу ресурсность нужно переложить в какое-то грамотное русло. Правильное взаимодействие. Король жезлов и королева жезлов. У кого-то вопросы пары. Я не могу сказать, что со стороны человека будет какая-то активность. Не следует на это надеяться. Иначе мы затянем это ожидание или, и еще более того, хуже. Мы наоборот, как будто, да, уходя от каких-то обязательств, невольно, попадая в ожидание, попадаем и в эти неписанные обязательства. Тут, правда, какой-то выход должен быть с другой стороны. Вот удивительно. Паш мечей. Кто смотрит мои расклады на разных каналах, знает, что я говорю. Это мы меняем направление. А вверху шестерка мечей. И в классических колодах по шестерке мечей всегда человек, как отплывает чаще эта лодка от того берега, где ничего не растет, или от той местности, где невозможно находиться, или от того места, где вы не чувствуете себя либо в безопасности, либо вам просто плохо. Вот может быть и так. И тут у кого-то внешняя обстановка, которая складывается в силу непреодолимых событий, а у кого-то это просто личная жизнь, когда вроде бы вдвоем, ну да, но люди, может быть, и развод, к примеру, да, был, а продолжают жить вместе. Но тут все равно что-то нужно решать. Так вот, тот вопрос, который вы себе планируете, или ту конфигурацию, которую вы где-то предполагаете и, может быть, ждете, что вот-вот что-то решится, и я словно стартану, а вам как будто туда не надо. Вам нужно изменить направление. Может быть, поэтому раз за разом у вас, знаете, какая-то ситуация точно становится на паузу. Либо вы попадаете на людей, которые кормят обещаниями, либо вы попадаете на людей безответственных, либо вы пытаетесь именно свой какой-то шаблон создать в реальной жизни, а этот шаблон, он не жизнеспособен. Нам снова говорят, тут именно менять как будто это направление надо. Более того, тут нужно быть еще и осмотрительным, потому что кто-то может вести, вот вы этого не видите, какую-то свою игру, причем хитрую игру. Семерка мечей – это всегда, мы говорим, карта вора, хоть это и нигде не прописано. Но это личные какие-то интересы других людей или какая-то нечестность со стороны других людей, мои дорогие. И мы таких людей в нашей жизни и судьбе, ну, ни разу не отменим. Уйдут одни, придут другие. Поэтому нам нужно как-то научиться с этим жить. Ну, буквально, может быть, спасать себя, чтобы не попадать в какие-то дурацкие ситуации. А с другой стороны, бдительным нужно быть, потому что карта недвусмысленно говорит: будь внимателен как и к деньгам, ну и буквально к каким-то ценностям. Ну, может быть, и паролям аккаунтов, к кошелькам, к сумочкам. Вот здесь что-то, то, что выглядит вроде бы красиво, а по факту это вот заведомо ваше какое-то ожидание или как у вас погружение, в вас как будто кто-то желает погрузить в это либо пустое ожидание, либо вы сами где-то на это купились, ну и одновременно очень быстро подзастряли. Эта ситуация не может быть решена именно так, как вы это представляете. Просто потому, что у человека, к примеру, уже поменялись планы. Тут вам нужно менять направление. К примеру, у кого это проигрывается по личной жизни. Человек уже поменял планы. И там ждать, к примеру, ну, какой-то искренности с учетом семерки мечей, ну, точно не следует. Это было бы неправильно. Но и нельзя себя обесточить. Вот то, что все же первый ряд карт нам сказали, тут нужно сохранить все-таки какой-то эквивалент, как будто забрать свое. Это тоже есть такое значение. Поэтому плюс-минус у кого там что осталось, много, мало, но есть что сохранять, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны, сохраняйте сами себя. Это так, как видят карты. Хорошо. Чего вы не видите? А что вот, тем не менее, произойдет? О чем вы, может быть, не предполагаете, но что будет дальше, как будет развиваться ваша ситуация? Опять же, карта иллюзорного успеха. И пока ты тут что-то не передумаешь, не переиграешь, какой-то однозначный выбор не сделаешь, вот оно и будет, как штормить все время. Тут нужно выбрать что-то одно.
Более того, смотрите, 3 старших аркана, вот прямо второй, я надеюсь, видно, во второй цепочке аркан император. Законы, если будут меняться, да, да, тут что-то будет, знаете, с учетом аркана башни, тут как рухнуло что-то. Не будет работать какие-то прежние положения. Может быть, законы и есть, они не работают. У кого-то и так. Какая-то зависшая ситуация или с конкретным человеком. Тут может быть и такой момент, когда у человека что-то в жизни такое произойдет, когда, да ему несколько не до вас будет. Вот я такое не исключаю. Потому что старшие арканы. И старшие арканы – это внешние события. И кто знает, вот потом разовьется ситуация, вы даже можете себе, вот если вы ее переиграете, сделайте что-то по-другому. Вы потом скажете себе спасибо, что и еще на более долгое время вы в чем-то не застряли. Или не окупились на какие-то пустые обещания или призрачные надежды. Карта башня. Тут сама система будет меняться. Вы этого пока не видите, как будто скрыто. Но тут уже какой-то механизм запущен. Уже, знаете, как трансформация, она началась. Вы ее пока не видите. И она касается не только вас, а может быть буквально той местности, где вы находитесь. Там что-то будет меняться. Или конкретного человека, у которого тоже что-то в жизни кардинально сейчас поменяется. И опять же нам топография такая, да, паш Пентакли и карта. Нам как будто нужно рассматривать альтернативные варианты. Более того, чего вы не видите, что скрыто. Какая-то придет новость, причем она может выглядеть, ну так, безлико. Или мы можем не заметить, отмахнуться. Тем более вверху у нас аркан, восьмерка мечей, искаженного восприятия. Вам нужно воспринимать какую-то новость, которую вы где-то вот-вот получите. И для вас это такой своеобразный стимул что-то переиграть, как вот это направление и изменить, чего вы еще не предполагаете. Будьте готовы к тому, что, тем не менее, если даже касается с конкретными персонами, да, какая-то ваша ситуация, вы знаете, вам может написать человек, может позвонить, или будет вам рассказывать о чем-то своем, про свои проблемы, про свои сложности, какие-то перипетии в жизни, но к вам это не относится вообще ни разу. Человек как будто будет, знаете, заметать следы, будет что-то путать. Более того, может одновременно что-то пообещать, но делать ничего не будет. А для кого-то, у кого именно связано с внешней обстановкой, с местностью или с документами, будет еще следом будет приходить какая-то противоречивая информация, которую нужно профильтровать, изучить нужно как будто. Ага. И по девятке кубков тут как раз нам говорят, что от того, как ты сумеешь что-то проанализировать, от этого зависит решение как минимум какого-то финансового вопроса. Более того, тут решимость, ну сначала, наверное, решение, да, вот как паш мечей, другое направление, но потом искусство первых шагов, когда все-таки от этого безжизненного берега или от какой-то прежней ситуации нам как будто нужно будет таки отплывать, уходить, потому что что-то не имеет смысла. У вас тут есть возможность сказать себе, правда, спасибо, что вы вовремя с чем-то сориентировались. И причем приготовьтесь, чего вы не видите. Вот одна новость, я сказала, по пажам Пентакли, это, знаете, новость может выглядеть, ну, да никак. Это не есть что-то такое вот по башне. Тут тоже где-то отчасти может быть какое-то известие, но это своего рода, когда какое-то такое, знаете, эмоциональное. Или когда мы говорим, ну надо же, что такое произошло. Или как такое может быть. А следом приходит то, что на вид или то, что на ухо, будем говорить так, оно вроде нас и не зацепило. А вот в этом именно рациональное зерно. И я не исключаю, что для кого-то дети, может быть и так, известие, предложение от детей. Рассматривайте, мои дорогие, это точно. Но следом еще какой-то ворох информации. Научитесь плавать в информационном хаосе, отделять от того, что рационально, и от того, что просто пустое, наносное, трата времени, сил. Вот вам нужно, может быть, мои дорогие, даже жизнь как будто свою организовать, какой-то таймлайн себе установить, потому что буквально может быть много информации, каких-то дел, задач,
И вам нужно успевать. А успевать в первую очередь то, что важно для вас. Что будет еще? Тут как будто заработать деньги можно другим путем. Точно. Вот вы сейчас даже не предполагаете. А тут смена конфигурации или смена вашего направления. Что такое направление? У кого-то это выйти из тех отношений зависимых, которые как качели, то вверх, то вниз, да? То вроде развиваются, то потом опять становятся на паузу. У кого-то из вас, может быть, даже не решается какой-то вопрос по документам. Но, значит, будет какой-то альтернативный вариант. И, может быть, вам не хочется это рассматривать, потому что много усилий вы уже приложили к тому, что вы делали до этого. А тем не менее, это как ваше спасение. Вот это, знаете, такой момент, когда есть выражение в русском языке, когда утопающий хватается за соломинку. Так вот эта соломинка, но она ведь такая теплая. Это не строится на обещаниях кого-то вам. Или на том, что, допустим, вам что-то предложили. Все же Паш, он сам вот что-то выбирает, понимаете как? Поэтому вы с чем-то должны определиться. Пока вот вы не определились, будет вот это вот либо путаница, либо вот это как иллюзии, да, что, ну надо же, глаза разбежались, но ведь много вроде есть вариантов. А нам говорит, да нет, вот все эти варианты, это только завлекалочка какая-то. По факту за этим ничто не стоит. Ладно, давайте пойдем дальше. Чего вы не видите и все же, что же будет дальше именно? С чем или с кем? Какие возможности, может быть, идут на ваш порог, в вашу жизнь, в вашу судьбу? Что же будет дальше? Ну вот обратите внимание, все же две карты, которые заставляют задуматься. Потому как, ну вот чуть-чуть как будто видоизменили. Вошли в другие двери для того, чтобы решить свой вопрос. Подошли к какой-то задаче, ну тоже с каким-то иным вариантом. Или в одно место собирались, рассмотрите другое место для, может быть, переезда, перемещения. И вполне вероятно, для кого-то из вас будет как раз это решение, способствует решению вопроса. Или ищите работу именно по своей специальности, но рассматриваете определенные как инстанции или какие-то определенные организации, которые где-то очень похожи. А тут нужно все равно брать что-то альтернативное. И в этом буквально очень быстро может наступить изменение по финансам. Для кого-то это вторичная работа, которую, может быть, даже вы возьмете, а не то, что вы одну ищете, и такую стабильную, надежную. Мы с вами живем в эпоху Урана, тот, который уже совсем скоро выйдет из знака Тельца и переместится на 7 лет 26 апреля уже в знак зодиака Близнецы. Так вот, все дробит Уран. Поэтому, в принципе, есть смысл не хранить деньги, допустим, в одном банке, а может быть, 2, 3, или в одной валюте, а может быть, в разных. Не одна работа, а может быть, 2, а для кого-то и 3. У кого-то и онлайн, и оффлайн. Понимаете, тут явно присутствует денежный эквивалент, и вам, ну, вот даже, может быть, подумать так, как вы раньше и не думали. И как будто весь мир у ваших ног. Я иногда так говорю, потому что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Но нет барьеров. По миру это карта гармонии, счастья, и нет ничего невозможного. Но, видимо, ваше благополучие в первую очередь начинается с выбора раз. Второе – стабилизация финансового вашего состояния. Ну, а после этого вы уже можете строить планы. Ну, давайте с вами пойдем дальше. И что же дальше-то и будет? Вы этого не предполагаете, но если вы, допустим, что-то пересматриваете, точно посмотрите, как жизнь набирает темп, туда или сюда, у вас еще и выбор будет. Это карта успеха. Тут, правда, собирались в одно место, а поедете в другое. Может быть, кто-то будет второе рассматривать, а следом и третье. Или когда, ну, может быть, это по жилью рассматривали одну, допустим, квартиру, дом, а тут вы посмотрите что-то другое, может быть, на каком-то удалении, или наоборот поближе, у кого что. Для кого-то из вас прорыв именно будет в сфере ваших достижений или в сфере работы, в сфере вашей популярности. Кстати, с учетом аркан «Мир» вы тут можете не только решить или занимаясь, может быть, каким-то видом творчества. Вот не бросайте что-то.
Потому как подумать, да, как подать или, как заинтересовать. Тут надо подумать, как быть популярным или имеется в виду заявить о себе, может быть, и так. Если вы имеете личное дело, то маркетологом все должны быть, да, каждый сам себе. Вот потому что по аркану мир здесь именно когда, ну, мы как границы расширяем, когда о нас больше узнают. И тогда, может быть, реклама для кого-то даже так. Ну, не совсем в тему нашему, прогнозу, раскладу, но тем не менее у кого-то подумайте вот об этом. Тут явно ведь мы сказали, конфигурацию какую-то нужно менять. И с этого момента, посмотрите, как будто пространство очень, так вот знаете, откликается чувственно, хочется сказать, потому что чуть ты изменил направление, и для тебя нужные двери открылись, для тебя что-то выстраивается оно уже как-то по-доброму. Ты видишь, зачем ты работаешь или зачем ты в чем-то участвуешь. Тут мы именно видим результат, мои дорогие, какой-то. А следом за этим результатом приходит и еще какой-то успех, и сама по себе возможность. Для кого-то из вас это будет карта говорить о том, что, ну, может быть, кстати, для тех, кто в паре, здесь может быть такой момент, когда вы достигаете как какого-то плата, у вас стабилизируется ваша обстановка или решаются ваши вопросы, но вы будете рисковать, словно еще раз будет, по крайней мере, такой соблазн успокоиться на достигнутом или включиться в какие-то вопросы, задачи, которые вам не нужны. Для кого-то из вас может быть даже такая история, когда вы куда-то поедете и вы встретите человека, того человека, который, мы говорим, может быть, даже по судьбе, может быть, для личной жизни. Я такого не исключаю. Для кого-то из вас это будет знакомство. Но, а для других, это, знаете, как один едет в разведку, если семья, следом переезжает вся семья. И в последующем аркан Иерофант вы как раз и можете какую-то, знаете, как какой-то круг замкнутый. Вы его словно разрываете. А ваше благополучие, оно все равно будет строиться на как на другой какой-то основе. Может быть, для кого-то из вас, да, у вас даже изменится личная жизнь. Я такого тоже не исключаю, мои дорогие. По аркану Иерофант, может быть, кому-то и придется, да, вот смотрите, 2 карты, ну, где-то о власти говорят, о структурах говорят. Иерофант — это у нас традиции, это и какие-то согласования. Так вот, то, что вы не смогли, да, и учетом Иерофанта, и карты правосудия, сделать в том ключе, как вы это сейчас планируете или как это вы сейчас видите. Как только вы изменили чуть-чуть направление, то вот постепенно вы решаете вопросы, и больше возможностей, и более того, и совершенно по-другому вы как будто стабилизируете свою жизнь. Чего вы не видите, но это будет дальше. Тут вам сама фортуна будет помогать. Ну, наверное, какой-то период, вот именно сейчас, когда нам нужно и решить, и решиться на что-то, он совершенно необходим. Потому что вот эти энергии нельзя забывать. Вам нужно их оставить на более продолжительное время. Потому что что-то подобное может еще раз повториться, когда вот не упустить эту фортуну. Это, знаете, это как генеральная репетиция того, что в последующем жизнь может быть вот именно как колесо вашей судьбы, крутануть так, как вы сейчас даже не предполагаете, а вам это по судьбе. И времени тогда нельзя терять. У кого-то это проиграется в вопросах достижений, но у кого-то одновременно вы можете заниматься работой, переездом, но там еще и как будто и личная жизнь у вас может измениться. Причем не в том месте, где вы находитесь, а куда вы собираетесь переезжать. Что будет дальше? Правда? Вас что-то будет радовать, хорошее настроение. Точно, какая-то победа. Победа определенно будет, мои дорогие. Конечно, перекладывайте на себя, потому что мы все абсолютно разные. Но не будет, наверное, победы, пока мы не пройдем вот этот вот опыт сын ошибок трудных, да? Пока мы не выйдем из зависшей ситуации, потому что она не имеет разрешения, она не имеет продолжения. Мы только теряем время. Ну вот чуть-чуть, да? Внесли коррективу. И посмотрите, сразу даже карты, не знаю карт, уже пошло движение.
Так какой-то хаос, какие-то башни, какая-то путаница. А по факту вы можете выйти из, как из какой-то, может быть, долговой ямы, может быть и так. Тогда победа какая-то будет. Но тогда рассматривать разные варианты и, может быть, именно полезные варианты. Тут на какой-то период времени придется забыть, в плане том, что ну вот я хочу, допустим, поступить так, как мне нравится. Будьте готовы к тому, что нравится, придется пересматривать и хочу тоже. Ну, по-другому никак. Может быть, кому-то и уговорить себя придется. И более того, завершается наш прогноз карта победителя. Но мы не можем ослабить внимание. Как только ты ослабишь внимание, вот какая-то победа у вас будет. Это железно. И что-то вас будет и радовать, и более того, тут и по финансам можно полностью изменить качество жизни. Может быть, это более такой далекий период, но вот эти энергии, о которых я еще раз повторила, так же, как и эту победу, ее придется контролировать и сохранять. Если мы не уделяем этому внимания или пускаем на самотек, все может пойти наперекосяк. Настройтесь на более продолжительный период жизни, когда, ну, тут не совсем пойдешь по чувствам или по тому, что нам нравится или что мы хотим. Как будто жизнь, может быть, в этом и состоит такой своего рода жизненный экзамен. Ну и значит, его нужно сдать. Ну, отлично. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас благодарю за ваши комментарии, душевные, теплые, искренние. И за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите на мои другие два канала, кому это интересно, узнать о себе чуть больше или продумать какую-то, поразмышлять над ситуацией, именно исходя из знаков зодиака. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Читайте мои статьи на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.